Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом пудингового пирога с яблоками. Готовится он без пшеничной муки и без масла. Итак, для теста нам понадобится 100 грамм миндаля и 40 грамм овсяных хлопьев. Их нужно перемолоть в муку, я это делаю при помощи кофемолки. Теперь подготовим яблоки, их нужно вымыть и очистить от кожуры и семян. Далее нарезаем мякоть такими тонкими пластинами. У меня на канале есть еще много рецептов выпечки с яблоками и грушами. Ссылочки на подборки оставлю в описании под этим видео. Сбрызгиваем дольки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Теперь для теста у 3 яиц нужно отделить белки от желтков. Емкости, в которые мы кладем белки и желтки, обязательно должны быть сухими. И следите за тем, чтобы частицы желтка не попали в белки. Если яйца мелкие, то возьмите 4 штуки. Далее белки нужно взбить в крепкую пену до устойчивых пиков. Для этого наливаем их в чашу миксера. Добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. На первой и второй скорости взбиваем, пока не появится множество пузырьков, только после этого переключаем на третью. Время взбивания во многом зависит от мощности миксера. При помощи своей кухонной машины Red эти 3 белка я взбивала максимум 4 минуты. Посмотрите, белки не стекают со стенок чаши и с венчика миксера. Убираем их пока в холодильник. Теперь отдельно в чашу миксера выливаем желтки, насыпаем 70 грамм сахара и взбиваем их в пышную белую массу. Затем добавляем 125 грамм сметаны или натурального йогурта и снова немного перемешиваем. Далее добавляем сухие ингредиенты: миндальную овсяную муку, чайную ложку разрыхлителя, ванилин 1 грамм, чайную ложку корицы, и все это хорошо перемешиваем миксером. Яблоки хорошо сочетаются с корицей, но если вы корицу не любите, то можно готовить и без нее. Посмотрите, тесто получается таким совсем жидким. Смешиваем его сначала с яблоками. После этого аккуратно лопаткой подмешиваем взбитые белки, такими круговыми движениями, чтобы белки не потеряли свою воздушность. Если белки полностью не смешаются с тестом, то это ничего страшного, так и должно быть. Посмотрите, у меня остались такие небольшие белковые кусочки. Теперь дно и бока разъемной формы для выпечки смазываем растительным маслом, у меня диаметром 22 см. Распределяем тесто, накрываем его фольгой и отправляем в разогретую духовку до 170 градусов сначала на 20 минут. Затем снимаем фольгу и отправляем в духовку еще на 20 минут. Готовому пирогу даем немного остыть, чтобы масса стабилизировалась, только потом освобождаем от кольца и нарезаем на порционные кусочки. Пирог нежный, воздушный, с насыщенным яблочным вкусом и ароматом корицы. Перед подачей на стол его можно посыпать сахарной пудрой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!